Приветствую всех! С вами я, Игерим. Во время карантина, когда мы дома сидим, самоизолированы, и у нас с вами куча свободного времени, я решила сделать пару видеороликов и ответить на ваши вопросы и показать подробно техники самомассажа. В предыдущих видеороликах, где я показывала техники самомассажа, я прочитала ваши вопросы. Я всегда читаю ваши вопросы, сегодня постараюсь ответить на них. Но сегодняшний ролик будет о маслах. Также об уходовых средствах, которыми я сама лично пользуюсь. Также пользуюсь во время процедуры с клиентами. Мои самые любимые масла — это масло виноградных косточек. Вот я вам близко показываю. Здесь 100-миллилитровая банка, есть также литровые, также 50-миллилитровые баночки. Производство Аромацентр Ирис, Москва. Это идеальное средство для ежедневного использования за жирной и за нормальной кожей. Имеет легкую текстуру и быстро впитывается. Мощный антиоксидантный комплекс, входящий в состав этого масла, эффективно омолаживает кожу и замедляет процесс старения. И еще за что я люблю вот это масло, он обладает выраженным увлажняющим действием. Также масло виноградных косточек является базовым маслом, и сюда можно добавлять пару капель эфирных смесей. Например, я очень люблю добавлять, когда я делаю массаж, с клиентом работаю или когда я делаю самомассаж. Иногда я капаю на базовое масло, например, я взяла 30 мл масла, да, капаю 2-3 капли эфирного масла лифтинг, он так и называется. Они в 10-миллилитровых маленьких бутылечках продаются, тоже производство Аромацентр Ирис. Здесь 100% натуральное масло. В чистом виде ее использовать нельзя. Что он делает? Он, конечно же, усиливает эффект массажа. Вот, например, я хочу добиться лифтинг-эффекта, да? Подтянуть кожу. Я собираюсь на мероприятие, например. Вот тогда мой эфирная смесь, лифтинг мне в помощь. Также есть, сейчас я подробно расскажу про них тоже. Масло виноградных косточек можно заменить косметическим кунжутным маслом. Он тоже имеет такой выраженным увлажняющим действием. Когда мы, например, мастера, часто руки моем, у нас трескаются, бывает иногда, ну не трескаются так, но все равно такие сухими становятся. Вот тогда я люблю намазать на ручки тоже кунжутное масло, тоже очень мне нравится. Следующее мое любимое масло — это масло органа от фирмы Atok Original. Это чешская фирма. Он прекрасно подходит для увядающей кожи. Здесь в состав входит витамин Е, который отвечает за регенерацию клеток кожи. За что я люблю вот это масло? Благодаря кислотам омега-6 и омега-9 после использования не оставляет липких следов и жирного блеска. И еще при регулярном использовании масла органы клеточный и липидный запас восстанавливается, который со временем из-за использования химических косметических средств у нас утончается. Поэтому он восстанавливает, он мне очень нравится, вот это масло я очень-очень люблю и вам рекомендую. И если говорить об эфирных маслах, то у меня есть такая мини-коллекция своих эфирных масел. Вот эти эфирные масла я также использую, когда я делаю массаж, когда я работаю с клиентами. Также еще вот эти смеси я люблю по протоколу использую, когда делаю аромапилинг. Аромапилинг делаю вместо химических пилингов, потому что химические пилинги иногда оставляют ожог на лице, поэтому я немножко боюсь. Больше экологичный метод — это пилинг эфирными маслами.
тоже есть особый свой протокол, где как нужно использовать. Я могу в следующих видеосериях рассказать про эту услугу аромапилинг. Все делается на маслах, добавляются рассчитанные свои капли. Вот, анти-эйдж, суперлифтинг, когда я делаю смесь, такой ручной крем в зоне вокруг глаз, люблю использовать масло суперлифтинг. Это все производство аромацентра Ирис. Теперь расскажу вам про свою любимую маску. Любимая моя маска — это мятная маска. Он подходит для чувствительной и для сухой кожи, но у меня нормальный тип кожи, немного склонна к сухости, но вот эта маска идеально подходит для меня. Он очень классно устраняет раздражение. У меня сейчас кожа немножко проблемная, есть постакне и места акне еще остались. Ну, вот когда я выхожу куда-то, собираюсь на мероприятие, мятная маска классно устраняет раздражение, покраснение, а также отечность снимает. Снимает воспаление, также аллергические реакции. Перед макияжем вот эта маска подходит идеально. Это моя самая любимая маска. В состав входит киммерийская голубая глина, цветочная вода ромашки, масло календулы, миндаля, 100% эфирное масло, мяты перечной, мускатного ореха и каябута. Тоже производство аромацентра Ирис. Я смотрю, мне все масла, эфирные смеси, все от Ирис. Ну вот, я работаю на маслах Ирис. Ореховый пилинг тоже есть. Можно ее отдельно использовать, а также все вот эти и маску, и ореховый пилинг, когда я делаю аромапилинг себе дома или когда я работаю на работе в салоне, использую. Он классно убирает ороговевший слой кожи, ореховый пилинг, и очищает поры, способствует удалению клеток эпидермиса, ороговевший слой эпидермиса, отбеливает и улучшает рельеф кожи. Ореховый пилинг. Ну, запах тут потрясающий. Тут у меня уже мало осталось. Запах я прям обожаю. Теперь я вам покажу про умывашки свои. Канадская космецевтика Rejuvenator. Мой фаворит. Почему? Потому что он мягко очищает кожу. После умывания на лице кожу не стягивает. Поэтому я очень люблю вот этот средство. Я вам рекомендую. Я в Алматы покупала у нас. Skin Cleanse называется. Здесь еще от этой фирмы есть тоже такая вот умывашка молочко. Он стоит у меня в салоне. Я использую, когда работаю с клиентами. Но вот это я для себя покупала. Для меня он идеально подходит для нормальной кожи, склонной к сухости. Он не стягивает, поэтому рекомендую. Следующая умывашка, когда я использую, когда у меня высыпание на лице и мне хочется немножко подсушить. Это мыльная основа. Я просто перелила в тюбик, такой вот маленький контейнер дорожный. Это мыльная основа от Ирис аромацентра. Фишка в чем? Можно ее использовать, конечно, и для тела, и для рук, и для лица. Он подходит вообще для всего. Но тут я накапала сюда пару капель эфирного масла антиакне, что очень классно заживляет вот эти мои прыщики. Сейчас как раз я ее использую. Конечно, он немножко стягивает, но сейчас мне это необходимо. Если стягивает, очень классное средство. Есть вот такой вот такая вот цветочная вода, дамасская роза называется. Он дезинфицирует, во-первых, кожу и снимает воспаление, помогает при ожогах даже, при термических ожогах, при солнечных ожогах. Ну и вообще вот это универсальное косметическое средство, тоже от Ирис. Запах вообще
Запах обалденный. Можно ее использовать, знаете, и для кожи лица, и для тела, и за волосами. Он такой оставляет тонкий аромат розы. На этом я завершаю. Ролик сняла глубокой ночью. Надеюсь, видео было очень полезным для вас. В последующих видеороликах я постараюсь ответить на ваши остальные вопросы, показать подробную технику самомассажа на определенные зоны лица, это на носогубную складку. Также просили показать, как работать с лицом, у кого тонкая жировая клетчатка. Я буду делать такие видеоролики. Оставайтесь дома во время карантина. Всем желаю здоровья, красоты. Берегите себя и своих родных, любимых. Всем пока.